Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать о двух удобрениях, которые я применяю для стимуляции роста зеленой массы, а также цветения и здоровья своих растений. Обратите внимание, мои пеларгонии в данный момент некоторые из них цветут. Вот плющики я специально для вас достала показать, что после применения этого удобрения, этих двух удобрений, у вас не только появится хорошая зеленая масса, но и также начнут появляться новые бутоны, и ваши цветы, пеларгонии, фиалки, глоксинии, что бы вы ни выращивали, будут активно набирать бутоны и цвести. В данный момент я хочу показать вам Packed White Pearl. Это интересная такая плющелистная пеларгония, у которой цветы в диаметре около 5 сантиметров. Очень красивая, эффектная. С ней рядом стоит Ice Rose, тоже плющ. И у нее цветы, они похожи, но у Ice Rose они маленькие, а у Packed White Pearl большие. Так, и давайте с вами начнем. Вот видите, этот кустик я обрезала и полила сразу удобрениями. Также добавила угля. Я о нем уже говорила в своих видео, можете посмотреть предыдущие видео. И все это запускает образование новых боковых побегов, стимулирует активный рост здоровой листовой массы. То есть сначала набирается листовая масса, а потом начинается цветение. Берем баночку литровую, наливаем туда отстойной воды, обязательно отстойную воду берем. И главное наше удобрение – это янтарная кислота. Но стоит обратить внимание. Вот смотрите, я достала таблетки. Сами таблетки 0,5 грамм, но активного вещества в них 0,1. Берем другую пачку таблеток. Видите, тут 400 мг активного вещества. Всегда обращайте внимание, сколько активного вещества в таблетках. А вот пакетик, я покупала его уже в садовом магазине. В нем можно дозировать нужное количество. Нам для полива надо 1 или 2 грамма. Но так как вы новичок, скорее всего, то используем 1 грамм для полива. Вот, и еще брала в аптеке янтарную кислоту в порошке, в пакетиках. В одном пакетике 1 грамм. К чему я это все говорю? Вы всегда обращайте на дозировку. Вы должны обратить внимание, сколько в одной таблетке или в порошке у вас грамм. Обязательно. И стоит такая янтарная кислота совсем недорого, 60 рублей. Вот еще янтарная кислота в порошке, тут, по-моему, грамм 40 или 50. Стоит тоже недорого, около 100-200 рублей, я точно уже не помню. Мы будем использовать именно эту янтарную кислоту, потому что в таблетках, давайте честно, многие советуют покупать в таблетках, но там 0,1 грамма, то есть это 100 миллиграмм в этих таблетках, и вам надо будет 10 таблеток, чтобы получить 1 грамм. И минус таблеток в том, что они дают осадок, лишнее вещество, там белое, оно не растворяется и оседает, и потом все это попадает на землю и начинает гнить. Нам этого не надо, поэтому лучше всего брать янтарную кислоту в порошке, в чистом порошке, без примесей. Я взвесила свою янтарную кислоту, у меня получилось пол чайной ложечки. Чайной ложечкой я замерила, у меня 5 мл. И добавляем воду. Янтарная кислота достаточно хорошо растворяется. Именно настоящая янтарная кислота без примесей очень хорошо растворяется в воде. Хорошо перемешиваем примерно 1-2 минуты до полного растворения, потому что бывают крупные крупинки и они намного дольше растворяются. Растворили и начинаем поливать. К поливу мы еще вернемся. Давайте поговорим, для чего это надо. Давайте я не буду вам рассказывать, что пишут в интернете, что она делает, эта янтарная кислота. Я думаю, вы можете взять и сами все почитать. Давайте я вам расскажу, как моим растениям помогает янтарная кислота. Впервые с янтарной кислотой я познакомилась еще в прошлом году, когда занималась рассадой цветов, томатов, перца. У меня свой огород, своя дача, у меня много пеларгоний, поэтому с янтарной кислотой мое знакомство началось именно в тот период, когда я стимулировала рост корневой массы. После янтарной кислоты очень сильно образуется много корней. А после того, как корней становится много, растение начинает активно расти и набирать листовую массу.
А как листовая масса набирается, растение начинает активно цвести. И что в итоге мы имеем? Что янтарная кислота способствует активному образованию корней, здоровых зеленых листьев и способствует завязыванию новых завязей у растений. А сколько раз поливать такой янтарной кислотой? Я поливаю буквально либо один раз в месяц, часто не надо. Я хочу сказать о том, что янтарная кислота это все-таки кислота, и она может понизить pH почвы, то есть до кислой среды. А многие растения не любят кислую среду, поэтому не увлекайтесь ей, достаточно один раз в месяц полить. Но это удобрение я рекомендую использовать в связке с гуматом аммония. Именно они вдвоем, не вместе, а вдвоем дают потрясающий просто эффект. Если их использовать вместе, я имею в виду, вы сначала поливаете янтарной кислотой, потом ждете, когда ваша земля просохнет, поливаете чистой водой и на следующий полив вносите гумат аммония. Тогда у вас эффект будет двойной, просто стимуляция корневой, стимуляция роста и стимуляция цветения у вас прям усилится все в двойном размере. Это настолько два таких препарата, которые вместе очень хорошо идут, если их использовать с друг другом, то есть не вместе, а после полива. Гумат аммония нам надо всего 2 мл на литр воды, и также поливаете свои растения. И все, раз в месяц больше не трогайте. Также гумат аммония, он способствует улучшению структуры почвы, улучшает ее состав, плодородие. И за счет этого растение больше питается и получает макро- и микроэлементов для своей жизнедеятельности. Ни в коем случае не используйте эти удобрения одновременно, то есть не смешивайте гумат аммония вместе с янтарной кислотой. То есть если вы сегодня, например, взяли янтарную кислоту, обязательно 1 грамм, не в таблетках. Я рекомендую поискать данное удобрение именно в садовых магазинах. Даже можно купить на сайтах, интернет-магазинах, тот же Wildberries, тот же Озон. Они продают такие удобрения вполне по доступным ценам. Сейчас это можно все купить. Также можно в любом магазине, где продаются семена и прочие другие удобрения. То есть вы вносите сначала янтарную кислоту, а потом через какое-то время вносите гумат аммония. Все это достаточно вносить 1 раз в месяц. Можно даже 1 раз внести, раз в полгода даже достаточно будет, не обязательно постоянно поливать. Но вы можете обратить внимание, что именно от такой связки ваши растения стартанут быстро в росте. И вам понравится такой эффект. И поэтому вы можете применять его в любой другой период, если ваши растения откликаются на них хорошо. Например, некоторые сорта пеларгонии очень любят гумат аммония и активно на нем растут. И стимулируют больше, наверное, зеленую массу, чем цветение. Поэтому летом, когда растение цветет, старайтесь уже на гумат аммония не налегать. Только если вы не стремитесь к тому, чтобы у вас был пышный зеленый кустик. А если вы стремитесь к тому, чтобы у вас было достаточно хорошее цветение, то всегда используйте монокалий фосфат. О нем я тоже уже говорила, можете мои видео посмотреть, там есть как запустить цветение у герани. Все эти удобрения перечислены. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересных видео о растениях, об удобрениях. Я еще расскажу, как их прищипывать, как пересаживать. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.